Всем привет! С вами General True, и вы находитесь на моем видеоигровом канале. Сегодня я решил сделать для вас немного необычное видео. Это будет у нас сравнение трех микрофонов. Дело в том, что не так давно ко мне пришел микрофон Boya by M1, и я решил немножко сравнить те микрофоны, которые у меня есть. Решил показать, почему же я все-таки решил поменять ту петличку, которая есть у меня, почему она намного хуже, чем Boya by M1, хотя и стоит на самом деле дороже. Ну и, собственно говоря, для примера сравню с тем микрофоном, с которого я сейчас делаю запись. Это у нас Trust GTX. Погнали! Итак, первым у нас будет наш основной микрофон, которым я пользуюсь больше всего. Это Trust GTX. Сейчас вы слышите звук именно с него. Это звук без обработки. Расстояние мое, больше будет, чем вот такое вот. Где-то в 1,5 раза больше, наверное, плюс-минус. Могу немножечко пододвинуться поближе. Вот, видно, уже начинает пиковать. Уже слишком громко это все дело звучит, но звук примерно вот такой. Как-то поменять, повлиять на него сильно я не могу. Вначале вы слышали, как звучит этот же звук с фильтрами. Вот, ну и как-то так. Давайте тогда к следующему микрофону. Ну а сейчас давайте послушаем, как звучит звук с моей старой петлички, которая от Arimic. Звучит он примерно вот так. Вот здесь у меня находится петличка, и это сдвоенный микрофон. То есть здесь два микрофона, один из микрофонов лежит сейчас от меня далеко. Но при этом все равно создается достаточно сильное эхо. Я думаю, что это слышно. Звук полностью не обработанный, только немножечко усиленный, для того, чтобы вам было проще его слышать. Буквально плюс 4 дБ я накинул, чисто программным путем. Вот. И во время монтажа я заметил примерно следующую картину. Дело в том, что эти микрофоны я использовал именно с оригинальной ветрозащитной ваткой. Но на момент записи видео я почему-то решил ее снять. Наверное, потому что на Boya by M1 я решил ее не использовать. Ну, чисто для того, чтобы микрофоны были в равных условиях. Но я не рассчитывал на то, что настолько сильной будет разница в звуке. Дело в том, что при сравнении Boya by M1 с ваткой и без, звук звучит очень схоже, но при этом немного более тихо с ваткой. Здесь же, как мы слышим, идет очень сильное искажение. Сейчас я говорю с одного микрофона и просто с одетой на него ваткой. С положения на футболке, как было с самого начала. При этом сейчас я говорю гораздо громче, чем я говорил до этого, я напрягаюсь больше. При этом усиление стоит плюс 4 дБ. Ну и вы можете оценить, насколько же хреновые ватки идут вместе с микрофонами Arimic. Давайте тогда попробуем, я сейчас возьму еще второй микрофон, одену его вот здесь вот, рядышком с первым, и послушаем звук, как будет звучать с двух микрофонов. Итак, вот я одел оба микрофона, сейчас они находятся рядышком друг с другом. И звук у нас звучит примерно вот так. Да, он громче. Да, я даже вижу сейчас на записи, насколько сильно это дело пикует. То есть какая разница. Я, наверное, все-таки понижу громкость немножечко, чтобы была ниже. При этом, чтобы вы могли почувствовать и четкость, и все остальные характеристики этого звука. Ну и последний вариант. Я вот так вот подержу микрофоны с двух сторон от меня. То есть это вариант, который я буду использовать во второй петличке, чтобы вы могли услышать, насколько же лучше этот звук звучит, если микрофоны будут примерно там же, где обычно располагается микрофон у каких-то наушников с микрофоном. Вот это все дело звучит примерно вот так. Опять-таки без какой-либо обработки и примерно на той же громкости, на которой было до этого. Ну и последний кандидат на сегодня это у нас Boya by M1. Это новая петличка, которую я взял не так давно, которая стоит в 2 раза дешевле, чем предыдущая петличка, и которая стоит в 3 раза дешевле, чем первый микрофон, который вы могли слышать, который сейчас стоит справа от меня. Звучит это дело примерно вот так. Это опять-таки без фильтров, без обработки, без чего-либо. Звучит на самом деле очень круто.
Да, только я вижу, что я немного говорю громко, и сейчас он немножко пикует. Я, наверное, попробую все-таки на обработке это дело немножечко обработать, как минимум урезать пики, для того, чтобы не било по ушам. Ну и давайте попробуем второе положение. Итак, это у нас второе положение, когда микрофон находится справа от меня, там же, где примерно обычно находится микрофон в наушниках. И это дело звучит вот так. То есть я опять-таки вижу, что немножечко это все дело пикует, надо будет лимитер накинуть, но кроме лимитера, собственно говоря, ничего и не будет дополнительного. И это звучит примерно вот так. Итак, какие же мы можем сделать выводы из всего этого? На самом деле, вывод всего один. Цена — это не всегда самый главный показатель. На самом деле, для того, чтобы выбрать именно петличку Boya BM1, я посмотрел очень большое количество топов, подборок, самых разнообразных обзоров на микрофоны и так далее и тому подобное, пока я наконец-то таки не нашел именно этот вариант. И на данный момент петличка Boya BM1 меня полностью устраивает в качестве дополнительного микрофона. Основной вот этот микрофон, который вы слышите сейчас, Trust GTX, я буду все-таки менять, но петличка останется со мной и останется на очень долгое время. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Если видео было полезным, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите комментарий, какой из микрофонов вам понравился больше. Также в скором времени на канале будет достаточно много разных интересных видео, которые будут касаться и железа, и игр одновременно. Также на канале проходят стримы по множеству разных игр. Я думаю, что вы найдете себе то, что вам будет по душе. На этом у меня все. Всем спасибо, всем удачи, всем пока. До следующего видоса или, возможно, стрима. Кто вас знает. Всем пока.